В этой части вы должны стать одновременно словами и вещами и найти эти новые связи между словами и вещами. Делать мы это будем следующим образом. Это предложение, объясняющее то, каким образом мы можем мыслить, то, каким образом должна измениться метафизика, то, как должно работать новое, спекулятивное, рекурсивное мышление. Это предложение есть на 22-й странице либретто Армена Аванесяна. Но ваша задача не в том, чтобы его прочитать, а ваша задача в том, чтобы его написать. В этом предложении не хватает подлежащего, в нем не хватает сказуемого, в нем не хватает двух определений, дополнения и обстоятельства. Сейчас те, кто хотят быть подлежащим, я думаю, что вот так мы сделаем, да? Подлежащее и шабок. Нам нужно примерно человек 5 сюда, 6. Тот, кто хочет быть сказуемым, это обстоятельства и дополнение. Еще у нас есть определение. Дополнение, вот у нас есть дополнение. Вот. Дополнение. Вот. Кто хотел быть обстоятельством, пожалуйста, вот сюда. Да, обстоятельства довольно сложны. Вот видите, надо понять, через что надо мыслить. Но задача ваша следующая. Вы отправляетесь в комнату или в две комнаты. В комнате вы смотрите на окружающие вас объекты. Вы можете также смотреть на то, что видно в отражениях, на какие-то служебные тексты. И вы должны вернуться со словом, которое выполняет эту синтаксическую роль. Нельзя использовать те слова, которые есть в кураторских описаниях, это неинтересно. И нельзя использовать прямое обозначение тех слов, которые вы видите в комнате. То есть, если вы видите палец ДНВ, то не надо писать палец, это не так интересно. Все. Поняла с ДНВ, да, историю, что это он статую свободы пересобрал, да, пересобрал, и это как бы про хрупкость, да, и такой вот реликварий получается, да. А это же вообще, это буквы. То есть это Sword Shores, но изначально он делал шрифты. И, то есть это, в принципе, это две буквы, да. Это же одна сплошная вечность. Знаете, да, как Палка эти работы делает, да? Ну, можно какой-то признак тоже, или можно какое-то качество придумать. Ну и здесь тоже надо понять. Я думаю, потому что нужна какая-то динамика, если не вы, то кто? Да, если не вы, то да. Дополнение не даст динамику. Дополнение покажет, на что направлено это действие. Ну, в общем, да, ну то есть кроме нас никто динамику не даст, Да. мне кажется, все-таки Вы единственные, кто может дать динамику. На вас одна надежда. Ну, можно вот эту же самую рекурсию, да, подумать о ней, о том, что предмет одновременно он обладает некой статикой, но по сути мы можем его понять только в движении. Вот это и есть суть рекурсивного мышления. То есть мы должны показать предмет в постоянном движении. То есть это как множественность одного, Да, в каждой да, единице именно. времени. То есть единственное, как мы можем помыслить что-то, это в его постоянной изменяемости. И в этом, собственно, аванесяновская критика метафизики. То есть надо вам какое-то вот что-то движущееся. Вы помните, там в предложении было «мы», а вам надо не «мы», то есть надо какого-то вообще другого героя. Вы, причем вы, не вы, кто-то еще, какой-то вот новый, кто это? Постчеловек, может быть. Да, может, это сущность. Вот эта секвенция Да. предметов, которые собирается в один, но на самом деле мы ее можем рассматривать в ее разобранности. Да. То есть как эта фотография, мы знаем, что это серия фотографий. Также мы знаем, что здесь, собственно, это вот какой-то такой сериальный текст. И вся скульптура Кунца показывает нам, да, вот какие-то другие углы реальности. Да, вот ее как-то приламливает для нас. Ну да, то есть тогда просто это либо образ действия, либо место, какое-то место, где это все может происходить. То есть куда вообще, где ждать новой метафизики, откуда, да, ее ждать. Через
думаю, что достаточно вариантов. Теперь Да, давайте. Проголосуем, и каждый проголосует не за свой вариант. Один. Расщепление, проявляется, отражение. Так, и нам надо дополнение. Так, реальность мыслима, но расщепление проявляется, ну, наверное, можно сказать, отражением многоцветного или пронзительного через провал. Мне кажется, Аванесян бы оценил. Ну, давайте покажем остальным, что у нас появилось. Да, то есть получается, что мы выбрали вот этого самого расщепленного объекта, который одновременно единство и множество, и единственное, что он может делать, это проявляться. Естественно, проявляться он может только через отражение, отражение как раз призматически, через провал. Провал, видимо, во времени, такое какое-то исчезновение времени и пространства. Это все. Спасибо.